Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить крем-суп из каштанов, который в европейских странах, в частности в Германии, является неотъемлемой частью рождественского меню. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим сырые каштаны, которых нам понадобится около половины килограмма, и которые прежде всего нужно перебрать. Твердые каштаны оставляем, а мягкие выбрасываем. К слову, если у вас каштаны уже готовые, то этап подготовки смело пропускайте. Прошедшие первый отбор каштаны заливаем теплой водой так, чтобы они полностью ушли под воду. Если какие-то каштаны всплыли на поверхность, их тоже убираем. Они не обязательно, но скорее всего либо испорченные, либо засохшие. Оставшиеся каштаны оставляем в воде на 15-20 минут. Как вы можете заметить, съедобные каштаны имеют плоскую и выгнутую стороны. И нам на каждом каштане нужно сделать крестообразный надрез на выгнутой стороне. Удобнее всего это делать ножом с серейторным лезвием. Затем выкладываем каштаны на противень плоской стороной вниз. Противень с подготовленными каштанами отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку, где они будут запекаться на протяжении 15-20 минут. Либо можно каштаны просто отварить или пожарить до готовности. Готовые каштаны сразу же, пока они еще очень горячие, пересыпаем в миску, накрываем крышкой или затягиваем пленкой и оставляем на 15-20 минут, чтобы каштаны хорошо пропарились и благодаря этому потом хорошо чистились. Ждать, пока каштаны полностью остынут, ни в коем случае нельзя. Они хорошо чистятся, пока теплые. Остывшие каштаны, конечно же, тоже можно почистить, но сделать это будет намного сложнее. В итоге из половины килограмма свежих каштанов у меня получилось почти 350 граммов готовых и очищенных. Отставляем их пока в сторону и ставим на огонь кастрюлю с толстым дном. В кастрюлю добавляем 50-60 граммов сливочного масла. И пока масло нагревается, быстро нарезаем кубиком 60-70 граммов лука, который затем выкладываем в разогретое масло. Сюда же по желанию можно добавить 1-2 зубчика измельченного чеснока. Периодически помешивая, обжариваем лук с чесноком в сливочном масле до красивого золотистого цвета. И здесь очень важно лук не пережарить, чтобы суп потом не горчил. К обжаренному луку добавляем приготовленные ранее каштаны. Можно предварительно их нарезать, а можно отправить в кастрюлю и целыми. Периодически помешивая, обжариваем каштаны с луком на протяжении 2-3 минут. А затем по желанию вливаем в кастрюлю 50-60 мл любого белого вина и периодически помешивая, тушим каштаны до тех пор, пока вино не выпарится. Как я сказала, вино является необязательным ингредиентом, но я очень рекомендую его добавить. С ним вкус готового супа получается гораздо интереснее. Когда все вино выпарится, вливаем в кастрюлю 500-600 мл бульона. У меня бульон куриный, но подойдет и любой другой, например, овощной, грибной или говяжий. Ждем, когда бульон закипит, затем снижаем нагрев до среднего уровня, накрываем кастрюлю крышкой и варим каштановый суп на протяжении 15-20 минут. Практически готовый суп снимаем с огня и пюрируем каштаны с помощью погружного блендера. Или протираем их через сито. Если вы хотите добиться максимальной шелковистости крем-супа, то после работы погружным блендером рекомендую суп дополнительно протереть через сито. Меня консистенция моего супа абсолютно устраивает, поэтому возвращаю кастрюлю на плиту. Теперь нам понадобится 250-300 мл сливок жирностью 20-30%, которые нужно влить в кастрюлю с каштановой основой супа. К слову, вместо сливок можно смело использовать сметану, с ней суп получается не менее вкусным. Также сейчас самое время суп по вкусу посолить и поперчить. Хорошо перемешиваем крем-суп и при постоянном помешивании, чтобы ничего не пригорело ко дну, снова доводим каштановый суп до кипения. И снимаем с огня. Наш крем-суп из каштанов полностью готов. Разливаем наш каштановый крем-суп по порционным тарелкам, а получившегося количества супа хватит на 3-4 порции, и по желанию добавляем в него что-нибудь мясное.
Например, как я, домашнюю ветчину или хамон или прошутто. Также в качестве топпинга можно добавить чипсы из пармезана или любого другого сыра, несколько веточек зелени, у меня розмарин, несколько сухариков, у меня крутоны с чесноком и базиликом, и хлопья перца чили, свежего или сухого. В итоге получается очень ароматный и очень сытный крем-суп с необычным, слегка сладковатым вкусом. Отмечу, что суп получается очень сытным, поэтому не перестарайтесь с размером порции. А еще, если сливочное масло заменить растительным, а сливки кокосовым молоком, то этот суп может стать настоящей находкой для вегетарианцев и для тех, кто любит гармоничное сочетание соленого и сладкого. И да, я знаю, что каштаны нравятся далеко не всем, но попробовать этот суп я все равно рекомендую, хотя бы для того, чтобы понимать, нравятся вам такие насыщенные вкусы или нет. А вкус у этого каштанового супа действительно очень насыщенный и очень интересный, как раз то, что нужно для рождественского меню. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!